День проходил, как обычно, на сафари, пока неожиданное зрелище не застало всех врасплох. Это был самый живописный день, на который только можно было надеяться в дикой местности, где, как обычно, бродили дикие животные. Так продолжалось до тех пор, пока Джордж и Марк, два проводника, издалека не заметили льва, от вида которого у них перехватило дыхание. То, что произошло дальше, ошеломило их. Вид льва был странным. Казалось, он искал помощи у проводников. Джордж, не теряя времени, связался с местным экспертом по дикой природе, который был озадачен сложившейся ситуацией. Для него это было впервые. После просмотра ультразвуковых изображений эксперт счел необходимым привлечь местные власти. Но оставался открытым вопрос: что именно поразило льва? И что именно выявило ультразвуковое исследование? Все еще? Отправляться в дикую природу для проведения медицинского обследования дикого животного не является стандартной практикой. Но состояние здоровья этого необычного льва беспокоило гидов настолько, что потребовалось профессиональное обследование. За весь их обширный опыт работы в дикой природе они никогда не сталкивались с подобным случаем. По просьбе эксперта власти приняли незамедлительные меры. Стало ясно, что льву требовалась не только медицинская помощь, но и хирургическое вмешательство, поскольку, по-видимому, в его желудке была серьезная аномалия. Эта ситуация вполне могла быть вопросом выживания. Свидетели этих событий были ошеломлены. Они никак не могли предвидеть такого поворота событий, развернувшихся перед ними. В частности, гиды и эксперт по дикой природе были застигнуты врасплох таким развитием событий. Они были полны решимости разгадать эту тайну. Джордж поделился своими впечатлениями о своих взаимоотношениях со львом, упомянув о годах, проведенных им в качестве гида, посвященного охране природы. После того, как он представил свой отчет, из операционной раздались возгласы недоверия. «Я не могу в это поверить!» — воскликнул эксперт по дикой природе. Но что же внутри льва могло его так сильно удивить? Хотя роль гидов имеет решающее значение для сохранения саванны и ее видов, они часто оказываются недостаточно подготовленными к решению определенных задач. Это никоим образом не умаляет значимости их усилий по сохранению природы. Не имея поддержки, гиды чувствуют себя все более подавленными из-за своих обязанностей, не говоря уже о растущем давлении со стороны начальства. Это тяжелое положение не осталось незамеченным внешним миром, что побудило некоторых вмешаться. Таким образом, ставки для него были значительно выше. Оценив ситуацию, Джордж обдумал свой следующий план действий. Было ли это тепловое истощение из-за длительного пребывания на солнце? Нет, дело было не в этом. Он усердно пил воду, чтобы удовлетворить свои физические потребности, поэтому у него не было галлюцинаций. Открывшееся перед ним зрелище вызвало у Джорджа сильное беспокойство, заставив его инстинктивно отступить. Поначалу он держался на расстоянии от льва, не зная, как тот отреагирует на его присутствие. Вид попавшего в беду животного вызвал у Джорджа острое желание предложить помощь. Лев, самый величественный из всех, с кем он когда-либо сталкивался, был ему знаком. Беседа с его начальником устранила все сомнения. Необходимо было немедленно вмешаться. Они должны были избавить животное от аномальной опухоли в животе. Было ясно, что необходимы срочные действия. Осторожно приблизившись ко льву, Джордж присоединился к другим рейнджерам, прибывшим на место происшествия. Было неясно, как лев, существо из Прайда, примет Джорджа. Внезапно внимание переключилось на Джорджа, вызвав волну дурных предчувствий. Не собирался ли лев броситься в атаку? Коллеги предупредили его, чтобы он отступил. Они объяснили, что лев, чувствуя себя загнанным в угол, может проявлять агрессию в качестве защитного механизма, что приводит к непредсказуемому поведению. Именно тогда рейнджеры разработали альтернативную стратегию.
Они решили обратиться к ближайшему ветеринару по защите диких животных. Рейнджер, застигнутый врасплох, когда звонок внезапно оборвался, передал совет ветеринара держаться на безопасном расстоянии от льва, чтобы не спровоцировать нападение. Прежде чем предпринимать какие-либо попытки усыпить льва, ветеринар попросил рейнджеров подготовить животное к осмотру. Но прежде чем мы продолжим, найдите минутку, чтобы поставить лайк этому видео, чтобы оно набрало 7000 лайков, и подписаться на канал. Убедившись, что поблизости нет места для безопасного подхода ветеринара, Джордж решил взять на себя инициативу по усмирению льва. Обнаружив это, он был полон решимости проследить за тем, как гладко пройдет операция. Учитывая особое расположение опухоли в начале брюшной полости, казалось невероятным, что она возникла изнутри. Таким образом, ситуация обострилась до более пугающего и тревожного уровня. Все, кто был вовлечен в нее, остались в недоумении. Что за таинственная вещь могла вызвать у этого льва такое беспокойство? Очевидно, лев съел что-то вредное для его здоровья, что потребовало немедленного медицинского вмешательства, чтобы выжить. Права на ошибку не было абсолютно никакого. Однако официальные лица были в растерянности относительно дальнейших действий. Они обратились к ветеринару за советом о наилучшем подходе. Должны ли они придерживаться первоначального графика? В качестве альтернативы, если они отправят льва на лечение, они надеялись на первое решение. Однако поездка на место происшествия стала для ветеринара серьезной проблемой, поскольку она не была знакома с их точным местоположением, а время совпадало с часами пикового движения транспорта. Тем не менее, ей нужно было прибыть как можно скорее, чтобы убедиться, что лев выжил. Один из надзирателей предложил вызвать ветеринара, хотя это и привело бы к задержкам. Тем не менее, в штаб-квартире надзирателя были люди, знающие это место и как туда добраться. Поэтому ветеринар решил пройти в свой кабинет. По прибытии на место проблема задержки стала очевидной и для надзирателей. Их худшие опасения оправдались. Действие транквилизатора на льва прекратилось, и он больше не хотел оставаться неподвижным. Выждав некоторое время, лев попытался пошевелиться. Стражи порядка не были уверены в своих дальнейших действиях. Некоторые из них рассматривали возможность отказаться от операции и вернуться домой, сомневаясь в важности спасения простого животного, которое, вероятно, проглотило что-то вредное. Мнения в команде разделились. Однако некоторые отнеслись к совету ветеринара серьезно, понимая, что выпустить льва на волю в такой момент означало бы его верную гибель. К счастью, эти люди составляли большинство, не желая прекращать свои усилия по оказанию помощи льву. Несмотря на то, что лев двигался медленно, стражи порядка задействовали свои транспортные средства, чтобы помешать ему продвинуться вглубь дикой местности. Болезнь. Их запас транквилизаторов был исчерпан, что помешало дальнейшим попыткам применения седативных препаратов. Однако у ветеринара все еще оставалась доза. Несмотря на это, им нужно было дождаться ее приезда. Когда подошел ветеринар, лев остался там, где его первоначально разместила служба безопасности для оказания помощи. Тем не менее, ситуация явно накалялась, и лев становился все более агрессивным. Сотрудники службы безопасности не решались двинуть свои автомобили, которые были использованы для того, чтобы окружить животное. Особенно после того, как лев начал сосредотачивать свое внимание на тех, кто все еще находился внутри их автомобилей. Находясь поблизости, многие надзиратели почувствовали, что их тревога достигла пика, и решили дистанцироваться, уехав на своих автомобилях подальше от все более разгневанного животного. Ветеринар понимал, что необходимы немедленные действия, и считал седативные препараты единственным эффективным средством. Тем не менее, такой подход был сопряжен с определенными опасностями. В первую очередь из-за опасений, что лев может не оправиться после введения седативных препаратов, учитывая его тяжелое состояние.
Но неприкрытая агрессия животного убедила ветеринара в его сильном инстинкте самосохранения, укрепив ее уверенность в эффективности седативных препаратов. Следующим ее шагом было осторожно ввести льву транквилизатор. Впоследствии лев исчез из виду. Надзиратели, измученные этим испытанием, были явно измотаны. Некоторые падали в обморок от облегчения, в то время как другие отмечали, что их сердцебиение стабилизировалось после напряженного сценария. Они несколько раз чудом избежали опасности, и их благодарность за каждое спасение была глубока. Затем ветеринар переключила свое внимание на значительную опухоль у льва, которая была основной причиной ее присутствия. Она достала свою медицинскую сумку из большого автомобиля, припаркованного у штаб-квартиры надзирателя, готовясь к предстоящей процедуре. Решив, что необходимо провести ультразвуковое исследование, она, не теряя времени, обратилась в соответствующие органы, ознакомившись с результатами. Присутствие поблизости полиции, которая могла бы оказать помощь, указывало на то, что ситуация складывается необычная. В результате Джорджу пришлось отвечать на вопросы. Почему именно он? Медицинский осмотр позволил ветеринару подтвердить ее подозрения. В желудке льва застрял предмет, который животное не может переварить. Не имея других вариантов, ветеринар понял, что единственным решением является хирургическое извлечение предмета изнутри льва. Это действие стало важным и неизбежным следующим шагом в процессе лечения. Хотя хирургические операции всегда сопряжены с определенными рисками, эти риски усиливаются, когда операция проводится на открытом воздухе, на обширных открытых пространствах. Тем не менее, бывают случаи, когда других альтернатив не существует. В процессе тщательного разрезания кожи, мышц и горла источник закупорки наконец становится известен всем присутствующим. Ветеринар провел эту процедуру с высочайшим уровнем мастерства и внимания. Однако это открытие стало неожиданностью для всех участников процесса. То, что было извлечено из тела льва, оказалось куском непереваренной пищи, которая и вызвала опухоль. В этот корм был добавлен предмет, который поначалу привел ветеринара в замешательство. Поэтому Джорджу пришлось обратиться в правоохранительные органы. Внутри корма был блестящий предмет. Джордж поделился с полицейскими своими подозрениями о том, что это могло быть, указав на крошечный микрочип, спрятанный в еде. Он рассказал о недавнем инциденте в этом районе с участием подозрительных лиц и о том, как развивалась ситуация. Ранее Джордж столкнулся с несколькими нелегальными охотниками, у которых было устройство, и он отобрал его у них. Он быстро достал это устройство из своего автомобиля и передал его сотрудникам правоохранительных органов. Один из полицейских сразу узнал это устройство, поскольку недавно кто-то другой был задержан с очень похожим предметом. Это устройство могло отслеживать микрочип, позволяя охотникам незаметно обнаружить льва без ведома защитников природы. Эта стратегия была принята недавно. Пища, которую проглотил лев, была неперевариваемой, что привело к закупорке кишечника. Как только микрочип был извлечен, ветеринар быстро закончил зашивать раны льва. Выполнив эту задачу, он убедился, что у льва не возникло других проблем. К счастью, у льва было крепкое здоровье, и ожидалось, что он быстро поправится. Льву потребовалось совсем немного времени, чтобы прийти в сознание. Поначалу он казался ошеломленным и сбитым с толку тем, что произошло. Однако постепенно он начал двигаться с большей ловкостью, чем до операции. Как только лев навсегда ушел в дикую местность, на ветеринара легла последняя обязанность. Он от всего сердца поблагодарил защитников природы за их исключительные усилия по защите как их самих, так и льва. Полиция была полна решимости задержать браконьеров, и в конце концов им это удалось. Что вы думаете о сегодняшней истории? А также, что вы думаете о браконьерах? Дайте нам знать в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк этому видео,
поделиться им и подписаться на канал, чтобы не пропустить наши публикации.